Я родилась в семье мистиков и стала редким гением Дао. В день совершеннолетия за мной прибыл паланкин короля призраков, но бездарная сестра из зависти пыталась околдовать его, чтобы занять мое место. В итоге ее лицо изуродовал откат магии. Накануне свадьбы старейшины, используя лампу душ, взяли моих родителей в заложники и отвергли меня. Эта судьба тяжела, она погубит семью и мужа. Пусть Цинхэ выйдет за него вместо нее. Сестру заставили надеть мой нефрит и выйти замуж вместо меня. Ее увезли призраки, а меня обескровили для питания родовых земель. 10 лет я была в заточении. Сестра родила владыке 8 иньских младенцев, что поразило всех. Их сочли благословением. Но на празднике дети внезапно начали пожирать друг друга. Сестру высосали досуха. Разгневанный владыка поднялся на небо и вызвал наставника. Держа ее на руках, он пообещал: «Я выкопаю ее кости и сделаю эликсир для тебя и детей». Родные и старейшины проклянут меня перед фамильной усыпальницей. Семья тебя вырастила, что такого в капле крови? Еще и смеешь сопротивляться. Какая наглость! Но когда мастер трижды повернул компас перед нашим склепом, стрелка внезапно треснула. Здесь земные жилы давно уже иссякли. Откуда взяться духовной крови для подпитки? Что же на самом деле запечатано под этим местом? Слова небесного наставника стали тяжелым ударом для всей семьи Су. Отец побледнел и в бессилии рухнул на колени. Наставник, взгляните, здесь запечатана моя дочь, Су Ваньтан. Она пыталась сорвать свадьбу сестры из обиды, потому она заточена здесь ради безопасности людей. Мать тоже разрыдалась, указывая на могилу и горько ругаясь. Эта дрянь и после смерти не упокоится. Точно она прокляла всех детей. Юэ Му Юнь держал изуродованную Су Цинхэ. Он игнорировал родителей, следя лишь за разбитым компасом. Наставник хмуро погладил бороду. Нет, компас разбился не из-за злой энергии, а потому что здесь слишком сильно сталкиваются духовная и мертвая энергия. Это место стало гиблым. Если бы это действительно было место, питаемое духовной кровью, здесь бы буйно росли растения, царила бы жизнь. Он взглядом окинул всех присутствующих членов семьи Су. Что вы сделали с тем, что под землей? Родные и старейшины в ужасе покрылись испариной. Вокруг Е Му Яня вскипела призрачная мощь, а ветер взметнул пыль. Копайте! Эти 3 слова были холоднее меня в этом фамильном склепе. Отец и старейшины все пытались его удержать. Нельзя трогать гробницу! Потревожите предков, семье Су конец! Е Му Ян холодно усмехнулся, игнорируя их крики. Он взмахнул рукой, и волна призрачной силы с грохотом взорвалась. Надгробие мгновенно рассыпалось в прах. Земля и камни разлетелись, обнажив черную дыру. Это была не духовная энергия, а предсмертный стон истощенной земли. Семья Су в ужасе отступила перед этой мертвой силой. Как это вышло? Где дух семьи Су? Старейшина Су Джуншань не поверил своим глазам. Е Му Янь, игнорируя их отчаяние, пошел к отверстию. Наставник серьезно последовал за ним. Моя душа была пригвождена к истлевшему телу. 10 лет. Впервые я увидел свет. Я смотрел, как они спускаются, и разглядел лицо Е Му Яня. Красивое, но холодное, как иней. Он держал Су Цинхэ на руках. Су Цинхэ, находясь в его объятиях, смотрел в мою сторону своими впалыми глазами, полными злобной ненависти. Из его рта доносился хриплый смех. Отец вот-вот выкопает его кости для Лиандан. Уже 10 лет. Су Цинхэ, моя дорогая сестра, в конце концов, ты все-таки испугалась. В склепе было темно и сыро. Мое тело было пригвождено к холодной каменной плите 7 черными гвоздями, пронзающими каждую точку моих духовных меридианов. Прошло 10 лет, моя плоть и кровь давно высохли, и только белые кости под воздействием смертельной энергии излучают зловещий призрачный свет, а под моим телом вырезан огромный магический круг, борозды которого заполнены давно засохшими черными следами крови. Это была моя иссушенная духовная кровь. Этот магический круг не питал земные вены, а наоборот, высасывал всю мою духовную энергию вместе с жизненной силой этой земли, принося их в жертву. Взгляд Е Му Яня упал на мои останки. Он держал Су Цинхэ в объятиях. Су Цинхэ возбужденно дрожала у него на руках. Ее иссохшие пальцы указывали на меня. Это он, это этот ум. Быстрее выкопайте его кости. Отец, мать и старейшины тоже вошли внутрь, и, увидев происходящее, все остолбенели. Как же так? Разве это не для земных вен? Куда делась вся наша энергия? Вековое основание семьи Су было уничтожено не мной, этим бедствием, а их собственной жадностью и глупостью. Тяньши подошел к каменной плите, присел и внимательно осмотрел те гвозди, что приковывают души. Это не подавление, это жертвоприношение. Кровью иньского тела пожертвовать силу всей земной вены злу, семья Су замахнулась широко. Тяньши поднялся и взглянул на семью Су, на их побледневшие лица. Чему же вы на самом деле поклоняетесь? Губы Су Джентина дрожали, он онемел, а старейшина Су Джуншань, обезумев, указывал на мои останки и кричал. Он сам пожертвовал собой, говорил, что его судьба слишком тяжела. Он сделал это ради сестры и семьи, а мы лишь исполнили его волю.
Абсурд, даже собака бы не поверила. Мои останки холодно усмехнулись. Да, так добровольно, что пришлось прибить меня 7 гвоздями. Взгляд Ямуяня перешел с моих костей на лицо старейшины Суджуншаня. Хочешь сказать, он сам так решил? Взгляд Ямуяня заставил старейшину Суджуншаня содрогнуться, но он выдавил кивок. Да. Это лично сказал Сувантан. Ямуянь улыбнулся, но эта улыбка была холоднее слез. Он медленно передал Суцинхэ, которую держал на руках стоящему рядом небесному наставнику, а затем шаг за шагом направился к старейшине Суджуншаню. Раз это его выбор, вы не побоитесь взглянуть на то, что он оставил? Он резко протянул руку и сжал горло старейшины Суджуншаня, подняв его целиком в воздух. Говори быстро, куда вы спрятали его вещи? Старейшина Суджуншань, схваченный Ямуянем за горло, закатил глаза, его ноги задергались. Остальные старейшины и родители оцепенели от ужаса и отступили, умоляя: «Призрачный король, пощадите, мы правда ничего не знаем». Терпение Ямуяня иссякло, его рука блеснула, шея старейшины хрустнула, и голова свесилась. Он небрежно бросил тело на землю, как мусор. Запах крови мгновенно распространился. Люди из семьи Су закричали, на месте воцарился хаос. Взгляд Ямуяня упал на моего отца, Су Джентина. Говори ты. Мой отец, Су Джентин, от страха чуть не описался и тут же встал на колени. Я скажу. В потайном отсеке в храме предков все его вещи там. Получив ответ, Ямуян больше не взглянул на них и, развернувшись, пошел прочь. Небесный наставник, держа на руках едва живого Суцинхэ, сказал оставшимся членам семьи Су: Все идите за нами. Сегодня и судьба семьи Су должна быть решена. Храм семьи Су был величественным, его стены хранили имена многих поколений, но предки не могли спасти своих потомков. Мой отец, Су Джентин, дрожа открыл тайник за главной табличкой. Там лежал пыльный ящик. Ямуян взял его и осторожно очистил от пыли. В ящике лежали мои вещи: старая одежда, сутры и осколок теплого нефрита. Это был залог от Ямуяна, присланный им в день свадьбы. Кроме того пышного паланкина, осталась лишь эта тысячелетняя яшма. Он сказал: «Нефрит питает душу, и если я возьму его на свадьбу, он будет хранить мой покой. Но теперь он разбит, как наша связь». Ямуян поднял осколок, нежно гладя трещины. В его глазах бушевали непонятные мне эмоции: печаль, гнев или раскаяние. Тяньши рядом тяжело вздохнул. Король призраков, примите мои соболезнования. Нефрит лишился своей силы. Ямуян ничего не сказал, он лишь крепко сжал осколки нефрита в ладони. Затем он посмотрел на всех членов семьи Су. Су Ваньтан сделала это сама? Его голос был пугающе спокоен. Ладно, я подготовлю ритуал, вызову его душу, и мы поговорим лично. Если он сделал это сам, я испепелю его и сделаю снадобье для жены и ребенка. После этих слов Су Цин безумно обрадовался. Семья вздохнула с облегчением, надеясь на успех. Они думали, что я, призрак из прошлого, не подниму бури, и уже планировали, как задобрить Ямуяня и сохранить богатство. Как наивно. Наставник взглянул на Ямуяня и, поняв все, кивнул. Что ж, пусть тогда сама душа расскажет о своих обидах за эти 10 лет. Он начал устраивать в центре храма алтарь, желтые талисманы, киноварь, меч из персикового дерева. Суд вот-вот должен был начаться, а я была единственным свидетелем. Алтарь быстро был готов, и небесный наставник велел всем членам семьи Су встать на колени вокруг алтаря в порядке старшинства. У каждого на лице был испуганный вид, но в душе они все еще надеялись на удачу. Су Цинхэ усадили у алтаря под руки служанок. Он смотрел на лампу душ и злобно ждал моего признания перед Ямуянем. Тот стоял во главе алтаря с непроницаемым лицом, словно суровое божество. С ритуальным мечом в руках он беззвучно шептал заклинания. Небесные врата откройтесь, земля разверзнись, между инь и ян преграда, душа, вернись обратно. С его повелением в храме поднялся сильный порыв холодного ветра. Пламя на лампе теней и душ внезапно взметнулось вверх, сменив тускло-желтый цвет на зловещий зеленый. Я почувствовал, как с алтаря исходит мощная сила притяжения, которая с неимоверной жестокостью вырывает мою душу, пригвожденную к костям. 10 лет я, наконец, покинул эту гнилую тюрьму. Моя душа легким облаком появилась в центре алтаря. Из-за того, что вся духовная кровь была высосана, моя душа была очень слаба и выглядела полупрозрачной. Но десятилетняя затаенная обида, не видевшая света, окутала мою душу густым слоем нерассеивающегося черного тумана. Все члены семьи Су, увидев меня, в испуге отступили назад. «Призрак! Су Ваньтан, не подходи!» Су Цинхэ даже закричал, указывая на меня и крича Ямуяню: «Отец, посмотри, какая у него сильная злоба!» «Он — злой дух, убейте его!» Взгляд Ямуяня замер на мне. Его глаза были непостижимо глубокими. Я обвел взглядом бывшую родню. На лицах родителей застыли ужас и злоба. У старейшин — сомнение и ненависть. Наконец я увидел Су Цинхэ. Его лицо, изуродованное призрачным плачем, от зависти стало еще страшнее. «Сестра!» Я молчал 10 лет, мой голос звучал сухо и хрипло. Словно наждачка по бумаге. 10 лет не виделись, сестра.
Су Цинхэ вздрогнула и, скрывая страх, закричала: «Кто тебе сестра? Ты погубила меня и моего ребенка!» Она слезно жаловалась. «Муж, поверь, это он из зависти проклял меня магией, изуродовал лицо и отдал жизнь за удачу семьи Су». Она потянула Ему Яня за рукав. «Муж, посмотри, он же злой призрак, ему нельзя верить». Родители тут же поддержали ее. Да, слова короля призраков и Гуань Яо – правда. Этот выродок хитер и умеет лишь красиво лгать. Ни в коем случае не верьте ему. Вся семья сплотилась, искренне играя так, будто они говорили от души. Будто я и есть преступник. Яму Ян слушал молча, не отталкивая Су Цинхэ, но и не утешая его. Он просто посмотрел на меня и спросил: Это правда, Су Ваньтан? Я посмотрела на Яму Яня, не ответила на его вопрос, а лишь улыбнулась. Моя душа задрожала от сильных эмоций. Вокруг меня черный туман заклубился еще сильнее. Правда это или ложь? Ночной король-призрак Яму Ян, ты возглавляешь подземный суд и судишь всех духов. Неужели ты не видишь, где правда, а где ложь? Я пристально посмотрела на него. Веришь самозванке, присвоившей мою жизнь, но не веришь мне, своей бывшей невесте. Каждое слово звучало как удар ножом. Лицо Яму Яня изменилось. Он сжал осколок нефрита до белизны в костяшках. Су Цинхэ в панике вцепился в его рукав и зарыдал. «Муж, не слушай, он лжет. Он просто завидует, что я родила тебе 8 призрачных детей». Завидует мне, ведь он настоящий призрак. Хоу Гуй Хоу. Я усмехнулась. Ты посредственность, поднявшаяся на воровстве и лжи. Ты достойна. Мой взгляд скользнул к тем вопящим призракам в углу. Твоя гордость — 8 детей. Неужели не интересно, почему с тем же телом инь мне суждено возвысить род, а у тебя родились лишь монстры-людоеды? Лицо Су Цинхэ побледнело. О чем ты? Я медленно приблизилась. Он дрожал все сильнее при моем приближении. С самого начала ты была лишь сосудом для этих созданий. Я прошептала ему на ухо, чтобы слышали только мы двое. Дети короля призраков рождаются лишь от чистого иньского тела. Ты не такая, поэтому твои дети — не благословение. На самом деле они вобрали в себя нашу с тобой злобу и вековые скверные кармы семьи Су, и теперь пожирают друг друга. Они сосут твои силы от голода, желая пожрать плоть и кровь тебя, их ложную мать. «Нет, это неправда, ты несешь чушь!» Су Цинхэ закричал, как безумная кошка, которой наступили на хвост. Он попытался оттолкнуть меня, но его рука просто прошла сквозь мою душу, и это ощущение полной беспомощности, когда ничего не можешь схватить, окончательно его сломало. «Муж, убей его!» «Умоляю». Он попросил помощи у Ему Яня, но тот проигнорировал его, лишь задумчиво глядя на меня. Семья Су была потрясена моими словами. Они с ужасом смотрели на демонических младенцев. Их гордость и символ удачи оказался смертельной кармой. Настоящая операция, будто призраки ведут. В этот момент молчаливый наставник вдруг заговорил. Время короля призраков пришло. Яму Янь кивнул, разжал кулак с нефритом, и тот кусок разбитого нефрита уже рассыпался в его ладони в порошок. Он посмотрел на Су Цинхэ с ледяной жаждой убийства. «Как ты узнал, что у меня его кровавый нефрит?» Голос его дрожал. Яму Янь холодно усмехнулся с бесконечной насмешкой. Кровавый нефрит? Ты думаешь, что моя помолвка с Су Ваньтаном держится на каком-то кусочке нефрита? Он поднял ладонь, и в центре ее появилась слабая красная вспышка. Это было пламя души. С детства у меня с ним был душевный артефакт. Это связь, превосходящая кровь и магические предметы. Ты носишь его нефрит и можешь подделать его ауру, но никогда не сможешь подделать душевный резонанс между нами. Взгляд Яму Яня прошел сквозь мое призрачное душевное тело, словно он смотрел в далекое-далекое прошлое. В ночь нашей свадьбы я не прикоснулся к тебе, потому что, стоило мне приблизиться, я сразу ощущал в твоей душе отвратительную зависть и грязь, а мой душевный артефакт с Су Ваньтаном в ту ночь окончательно оборвался. Его голос вновь стал спокойным, но под этим спокойствием скрывались бушующие 10 лет бури. Я спросил, где Су Ваньтан, а ты соврала, что он отказал и уехал. Я женился на тебе, самозванке, не из-за твоей лжи. Взгляд Яму Яня остро окинул всех присутствующих Су. Только вы, его близкие, могли заставить гордого Су Ваньтана бесследно исчезнуть, предав его. Я остался в семье Су лишь для того, чтобы дождаться момента и уничтожить вас всех. В зале предков было тихо. Семья и старейшины осели на пол, бледные от шока. Они не думали, что их афера раскрыта с самого начала. 10 лет они радовались, думая, что возвысились благодаря королю призраков, не понимая, что были лишь клоунами для него. Су Цинхэ был сломлен. «Я не верю, ты лжешь!» – взревел он. «Если ты знал все, зачем завел детей, ты же любил их!» Любил? Для Яму Яня это была глупейшая шутка. Су Цинхэ, ты слишком самонадеянна. Я позволил тебе родить этих детей только для того, чтобы моя сила короля призраков и твоя зависть породили самых нестабильных и злобных призрачных детей. Только такие монстры могли стать последней соломинкой для семьи Су. Этот хаос – лишь повод призвать небесного мастера, вскрыть вашу родовую гробницу и найти того, кто мне действительно нужен. Каждое его слово было словно нож, медленно уничтожающий последнюю надежду Су Цинхэ.
Так что с самого начала и ты, и твои дети были всего лишь моими пешками. Емуян подошел к Су Цинхэ и, возвышаясь над ним, посмотрел сверху вниз. Пешкой, чтобы выманить из укрытия вашу стаю ядовитых змей. Сказав это, он безжалостно поднял ногу и пнул Су Цинхэ в грудь, и без того изможденное тело Су Цинхэ. Он как лист отлетел в сторону, врезался в колонну и, выплюнув черную кровь, закричал. А стоявший на коленях Су Джентин пришел в себя и, указывая на Емуяня, храбрясь, крикнул. Емуян, какое у тебя жестокое и ядовитое сердце. Чем наша семья Су так провинилась перед тобой, что ты так нас обманул? Емуян обернулся, взглянул и улыбнулся. Вы спрашиваете, чем обидели меня? Вы убили мою жену. И еще спрашиваете, чем обидели меня? Она говорила крайне решимо. Сегодня я заставлю всю вашу семью, Су, пойти в могилу вместе с ней. Стоило Емуяну договорить, двери и окна храма захлопнулись, пламя лампы взметнулось, озарив все изумрудным светом. Семью Су невидимая сила прижала к земле, лишив возможности пошевелиться. «Король духов, не смей! Семья судить мастера мистики в поколениях. Если уничтожишь наш род, небеса покарают тебя!» Старейшина крикнул, но Емуян усмехнулся. Небеса. Я как король призраков и так уже изгой для небесного закона. Одна вина больше. Какая разница? Он посмотрел на небесного наставника. Наставник, надеюсь, вы станете свидетелем сегодняшних событий. Наставник вздохнул и стряхнул пыль с кисти. Так, Причины и следствия. Круговорот воздаяния неумолим. Семья Су посеяла зло в середине лета и сегодня должна вкусить горькие плоды. Я, скромный даос, лишь провожаю души умерших и не вмешиваюсь в людские распри. Эти слова стали приговором для семьи Су. Родители впали в отчаяние и затеяли яростную ссору. «Емуян! Дьявол! Ваньяо, лучше этой дряни! Она родила тебе 8! Су Вантан, предательница! Семья вырастила тебя, а ты сгубила родных! Будь ты проклята!» Я холодно смотрела на них. Даже сейчас они продолжают искажать истину. В их глазах я с рождения была обязана всем жертвовать ради семьи и Су Цинхэ, даже жизнью. Любой мой протест – это тяжкий грех. Емуян, не желая больше слушать крики, подошел к алтарю и протянул мне руку. Сувантан, подойди сюда. Я немного помедлила, но все же подошла к нему. Он опустил взгляд и внимательно посмотрел на мой призрачный облик. Врач сказал одну фразу. Жаль, что так вышло. Затем он обратился к связанным членам семьи Су. Вам ведь нравится приносить жертвы, не так ли? Сегодня я дам вам самим попробовать, каково это – быть жертвоприношением. Он сложил руки в магические печати и начал произносить заклинания. В центре алтаря Женфа загудел, и черная энергия одна за другой вырывалась из волос членов семьи Су. Это была их жизненная сила, основа их духовной практики. Моя магическая сила уходит. Спасите, я не хочу умирать. В храме раздались душераздирающие крики, подобные вою. На глазах их тела иссыхали и старели, а жизненная энергия, вырванная из них, вливалась в мою душу. Я чувствовал, как она крепнет, а сила возвращается. Вот истинная цель алтаря Емуяня. Не суд, а месть. Заставить семью Су платить жизнями. Я смотрел на тех, кто был так высокомерен. Родственники, учившие меня жить, корчились на земле. Я посмотрел мимо них на женщину у колонны. Су Цинхэ лежал в крови, в ужасе глядя, как его родных высасывают досуха. Он пытался уползти из этого ада. Но стоило ему шевельнуться, как 8 призрачных младенцев вырвались из сосудов и с криком бросились на него. Они неслись черными молниями. «Не подходите!» – в отчаянии закричал Су Цинхэ, но призраки игнорировали его мольбы. Они были кармическими порождениями, возникшими из-за него, и их единственный инстинкт – пожирать собственную мать. Острые клыки безжалостно вонзились в тело Су Цинхэ. Он издал душераздирающий крик, который эхом разнесся по всему храму. Звуки разрываемой плоти, треска ломающихся костей – все это вызывало ужас. Я спокойно наблюдала за этим, смотрела, как его когда-то гордое лицо было изуродовано собственными детьми. Видела, как его наполненные завистью и злобой глаза были вырваны у него на глазах. Вот она, его кара. Он обменял то, чем больше всего гордился, на самую страшную участь. Вскоре крики Су Цинхэ стихли, а на полу остался лишь обглоданный труп. После того, как 8 призрачных младенцев выпили золотую кровь Су Цинхэ, их тела раздулись и с громким хлопком превратились в лужи зловонного гноя. Так Су Цинхэ и его знак удачи навсегда исчезли из этого мира. Остальные люди в храме под действием заклинания также превратились в иссохшие мумии. Вся семья Су была полностью уничтожена. Емуян подошел к останкам моих родителей, и в его холодном взгляде не было ни капли эмоций. Он взмахнул рукой, и 2 тела мгновенно рассыпались в прах. Вам не место на его земле. Закончив все это, только после этого он повернулся и пошел ко мне. После того, как я полностью поглотил жизненную энергию всех членов семьи Су, моя душа стала очень плотной, почти неотличимой от обычного человека, только все равно оставалась душой, не способной коснуться материального мира. Емуян посмотрел на меня, я кивнул ему, но в душе не было радости от мести, только пустота. Я повернулся к небесному учителю. «Учитель, у меня есть еще один вопрос». Сувантан, мисс, пожалуйста, говорите.
Родители говорили, что моя судьба слишком тяжела и губит мужа. Правда ли это? Этот вопрос не давал мне покоя. Если так, мне будет проще их простить. Услышав это, небесный наставник лишь усмехнулся. Вредит мужу? Он взглянул на Ему Яня, но слова были обращены ко мне. Мисс Су, у вас редчайшая иньская сущность. Вам суждено стать женой короля духов. Этот небесный союз нужен для усиления его мощи. С чего вообще решили, что вы приносите мужу несчастье? Он замолк, и в его голосе зазвучала насмешка. Если уж говорить о судьбе, которая может навредить семье мужа, то это твоя добрая сестрица. Со своей посредственной одаренностью она осмелилась настойчиво добиваться союза с королем духов. В итоге породила тех чудовищ и погубила себя. Что ж, она получила то, к чему стремилась. Так что с самого начала и до конца не было никакой судьбы, приносящей несчастье мужу. Это всего лишь ложь, которую они выдумали, чтобы отобрать у тебя этот брак. Месть свершилась, и обида рассеялась. Мне пора на перерождение. Но, глядя на Ему Яня, я не могла сделать этот шаг. Он 10 лет строил планы и уничтожал врагов ради меня. Как отплатить за это? Ему Ян подошел ко мне. Хотя он не мог меня коснуться, в его глубоких глазах было столько нежности. Ваньтан, пойдем домой. Я замерла. О каком доме он? Разве он у меня есть? О его дворце призрачного короля. Тут вмешался Даос. Госпожа Су Ваньтан, ваши останки все еще находятся под семейной усыпальницей, где их сдерживает гвоздь, запирающий душу. Если не извлечь вашу душу, вы не сможете по-настоящему обрести покой, не говоря уже о перерождении. Ему Ян кивнул. Мы заберем твои останки, а потом я отведу тебя домой. Мы снова вернулись к родовой усыпальнице семьи Су. Здесь уже царил полный хаос. Ему Ян лично спрыгнул в склеп и осторожно один за другим вытащил 7 гвоздей, пронзивших мои останки и удерживавших душу. С каждым вытащенным гвоздем моя душа ощущала все большую легкость. Когда был извлечен последний гвоздь, я почувствовала, что оковы, сковывавшие меня 10 лет, наконец полностью исчезли. Ему Ян поднял мои белоснежные останки с каменной плиты и аккуратно завернул их в черный плащ. Его движения были такими бережными, словно он держал в руках бесценное сокровище. Он понес мои останки шаг за шагом из склепа. Солнечный свет падал на него, но не мог подарить ему ни капли тепла. Он нес в руках останки, а душа его любимой шла рядом с ним. Между нами пролегла непреодолимая пропасть, называемая жизнью и смертью. Как же печальна эта сцена. Ему Ян, спасибо тебе. Он на мгновение остановился, но не обернулся. Глупышка, между нами не нужно говорить спасибо. Он помолчал и продолжил. Су Ваньтан, ты помнишь, мы встречались в детстве? Я застыла. В детстве в моей памяти не было встречи с ним. Ты не помнишь? В его голосе послышалась грусть. В то время ты была еще маленькой и случайно забрела в призрачные земли за горой. Я отвел тебя обратно. Именно с того момента я решил, что ты – моя единственная королева духов. Моя душа сильно вздрогнула. Оказывается, наша судьба была предрешена так давно. Забавно, что я ничего об этом не знала и думала, что это просто заранее устроенный, лишенный чувств брак. Прости, я даже не знаю, что сказать, могу только извиниться. Извиняться должен я. В голосе Ему Яня звучала глубокая вина. Я должен был найти тебя раньше. Должен был раньше вытащить тебя из этого ада. Я опоздал. Он стоял с моими останками на руках перед особняком семьи Су. Теперь это был дом смерти. Пойдем, уйдем из этого грязного места. Я отведу тебя туда, где будем только мы вдвоем. Ему Янь отвел меня обратно во дворец короля призраков. Этот дворец стоял в самом центре мрачного моря. Огромный и роскошный черный дворец. Снаружи дворец патрулировали призрачные стражи, создавая мрачную и грозную атмосферу. Но внутри все было иначе. От входа тянулся яркий алый ковер цветов хигандзё. В глубине зала, в дворике, росла лишь огромная сакура. Там стояли каменный стол и скамьи. Все было в точности, как в моем прежнем доме. Потрясенная, я молчала. Емо Янь бережно уложил мои останки под дерево и повернулся ко мне. В его глазах светилась улыбка. Тебе нравится? Я потратил 10 лет, чтобы шаг за шагом воссоздать все так, как ты помнила. Моя душа начала согреваться. Откуда ты это знал? Я проникал в твои сны. За те 10 лет, что ты была заточена, я бесчисленное количество раз пытался найти тебя, но все было напрасно. Только 3 года назад я наконец нашел способ проникнуть в твои сны. В них я увидел твое прошлое. Узнал о том, что тебе нравится. Я также увидел, как ты скучаешь по этому двору, поэтому я перенес его сюда. Ему Янь подошел ко мне. Хотя мы все еще не могли прикоснуться друг к другу, он все же протянул руку, словно хотел погладить меня по щеке. Су Ваньтан, с этого момента это твой дом. Я не сдержалась. Душа рассыпалась искрами в воздухе. Призраки не плачут, стоит заплакать. И душа станет нестабильной, рискуя исчезнуть. Лицо Ему Яня изменилось, и он силой короля призраков тут же собрал мой дух воедино. Не плачь, Су Ваньтан, все уже позади. Придя в себя, я посмотрела на него и спросила о главном, хоть и боялась ответа. Ему Янь, я буду жить? Воздух застыл.
Мягкость на его лице сменилась печалью. Он долго молчал, а затем тяжело покачал головой. Твою духовную кровь выпили, твои души и духи 10 лет были заперты заклятием и срослись с тем скелетом. Теперь, когда скелет мертв, твоей душе негде укрыться. Единственный исход – переродиться через круг реинкарнации. Сердце ёкнуло. Все и правда так. Раньше нас разделяла пропасть между человеком и призраком, а теперь мы – душа и призрак, идущие разными путями. Закон небес строг, но дает шанс спастись. Мое сердце снова забилось сильнее. Какой шанс? Он смотрел на меня с решимостью в глазах, которую я никогда раньше не видел. Су Ваньтан, люблю тебя. Не уходи в круг перерождения и не забывай меня. Хочу, чтобы ты всегда был рядом, любой ценой. Цена, названная Ему Янем, все, что у него есть. Трон короля духов, тысячелетняя сила и бессмертная душа. Он отдавал все ради сделки с небесами, чтобы изменить законы жизни и смерти и воскресить мои останки. Ты с ума сошел? Такова была моя реакция. Ему Янь, ты не можешь. Ты король духов, ты правишь подземным миром и хранишь баланс миров. Если ты исчезнешь, в мире мертвых начнется хаос. И что с того? Мир без тебя для меня и так сплошной хаос. Какая разница, будет там порядок или нет? Его безумие и пугало, и трогало меня. Он даже позвал небесного наставника во дворец духов. Услышав план, тот лишь покачал головой. Гуйванг Буке Чиджу Ни Тян Эр Синь. Ты обязательно столкнешься с обратным ударом. В тот момент твоя душа рассеется, и ты никогда не сможешь переродиться. Мое решение принято. Ему Янь был настроен решительно, и небесный наставник вздохнул, перестав его уговаривать. Что же такое любовь в этом мире, что заставляет людей идти на смерть ради нее? Раз уж король духов твердо решил, я, скромный даос, помогу тебе в этот раз. Жертвенник стоял под персиковой сакурой, а мои останки — в центре. Ему Янь в черном одеянии поднялся на алтарь. Он улыбнулся мне так же нежно, как при первой встрече, но в его улыбке таилась печаль. Су Ваньтан, подожди меня. Он сел и закрыл глаза. Демоническая сила вырвалась, превратившись в черное пламя, окутавшее нас. Это был его душевный огонь. Он сжигал душу ради моего спасения. Я стояла у алтаря, и сердце разрывалось от боли. Почему нам выпало столько испытаний? Почему мы не можем просто быть вместе до старости? Небесный наставник тихо сказал. Мисс Су Ваньтан, король призраков ценой собственного исчезновения воссоздает для вас плотское тело. Но этот способ противоречит небесному порядку. После воскрешения у вас останется лишь 7 дней жизни под солнцем. Он обменял свою вечность на ваши 7 дней. Через 7 дней твое тело снова увянет, а твоя душа из-за связи с кармой короля призраков больше не сможет войти в круговорот перерождений и будет рассеяна вместе с ним в этом мире. Возможно, это для вас наилучший исход. Я смотрела на пламя, без печали и боли, в сердце лишь ожидание нашей встречи. Черный огонь души горел на алтаре 7 дней. Когда он угас, Ему Яня не стало. Осталась только я, живая. Я открыла глаза и увидела под персиком. Лицо наставника было полно эмоций. Я посмотрела на свои руки. Живые руки. Я снова жива. Ему Янь отдал свою вечность. Голос Ван Ина прозвучал резко. Небесный наставник указал на мою грудь. Она здесь. Я коснулась груди и почувствовала там, кроме своего сердца, знакомую ауру. Это была Ему Янь. Она вложила частицу души в мое тело, чтобы быть со мной эти 7 дней. Наставник подозвал меня. Госпожа Су Ваньтан, моя миссия завершена, эти 7 дней. Я оставляю вам. Сказав это, он растаял синим дымом. Во дворце короля призраков я осталась одна. Я подошла к персиковому дереву. Подул ветерок, и лепестки закружились. Я поймала один. Ему Ян, смотри, снег. Тихо сказала я. В груди потеплело. Я знала, он слышит. За 6 дней я обошла весь дворец короля призраков. Я прошла по коридору с цветами маньчжурки и сказала, что красный красив, но персиковый мне ближе. Сев на трон в зале, я представила его серьезным за делами. На кухне дворца я попыталась сварить персиковый суп, как раньше. Поставила 2 чаши на столик под деревом, себе и ему. «Может, не очень вкусно», — улыбнулась я. Тишина, но я знала, он тоже улыбается. На 7-й день я надела красное свадебное платье, что Ему Ян оставил в спальне, и посмотрела в зеркало. Я аккуратно наложила себе макияж, подошла к персиковому дереву, тихо села и стала ждать наступления последнего момента. Я чувствовала, как жизненная сила постепенно уходит из моего тела, а дыхание Ему Яня у моего сердца становилось все слабее. «Ему Ян», — тихо позвала я его. «Ты жалеешь?» В груди прозвучал последний, самый сильный удар сердца. Я знала, это был его ответ. «Нет». Я улыбнулась. Я тоже не жалею. Медленно закрыла глаза, и мое тело опустилось назад.
В последний миг перед тем, как потерять сознание, я словно увидела, как из моего тела выходит красивый силуэт в черном королевском одеянии. Он протянул ко мне руку и нежно улыбнулся. Су Ваньтан, я пришел забрать тебя домой. Я с улыбкой вложила свою руку в его ладонь. Вокруг кружились лепестки персика, и теперь мы больше никогда не расстанемся.